Та-дам! Поехали? Ребятки, намасте, как говорится. Так нужно сделать? Да. Намасте, как говорится. Приветствуем вас на коротком, но мы надеемся, интересном обзоре, потому что сегодня наконец-то поговорим о недорогих смартфонах. Во-первых, самый дешевый смартфон 2023 года. Ну, пока что. Во-вторых, в этом видео будет конкурс. Рекомендуем досмотреть до конца. Обзор. Поехали. Многие из вас смотрели наш эксклюзивный обзор для ВК топ-7 смартфонов 2023 года. И там второе место занял Poco C55. Да, ссылка на полный обзор внизу, рекомендуем посмотреть. И вот, наконец-то... А что такое? О, это тоже интересно. Но это тема для следующего видео. Можно вот так сделать. Бэнк. Красота. Так вот, наконец-то он к нам приехал. Более того, Made in India. Смартфон пока продается только в Индии, и как мы его достали, как мы его сюда привезли, это прям отдельная история. Hello, my friend. Where is our Poco C55 green? Oh, you got free Poco C55. Nice. Как вы знаете, Poco — это суббренд компании Xiaomi. А Xiaomi, как известно, без прикольчиков не может. Пока мы везли этот смартфон сюда, Xiaomi представила еще два бюджетных аппарата, которые сравнимы по цене с этим смартфоном. Во-первых, это Redmi A2 и A2+. А это абсолютно одинаковые аппараты, отличие только в том, что там у одного сканер отпечатков пальцев сзади. Ценник там очень даже приятный, но тем не менее там Helio G36 и минимальный объем 2 гига оперативки. То есть отметаем, за эти деньги все-таки есть кое-что лучше. Но вот вторая новинка называется Redmi 12C. И это абсолютно точная копия Poco C55. Так что считайте, это еще и обзор Redmi 12C. Но есть разница. Во-первых, если сравнить китайскую версию Redmi 12C и индийскую Poco C55, разница 200 рублей. То есть это все-таки дешевле. И более того, официальный Redmi 12C, который официально уже продается, так сказать, в России, в СНГ, кстати, выглядит довольно неплохо. Разные цвета, приятный аппарат. Самая дешевая версия на 3 гига памяти, на 3, а здесь у нас 4 гига в минимуме, стоит 9400. А этот товарищ стоит 7989, правда только в Индии. Но будем надеяться, что когда его привезут сюда, он все равно будет дешевле, чем Redmi 12C, соответственно, самый дешевый смартфон 2023 года. Пока что. Продолжаем. Пункт номер 1 – это распаковка. У нас два аппарата разных цветов. Это Forest Green, зеленый, а также Cool Blue, голубая версия. Есть еще аппарат черного цвета, ну такой скучноватый, по-моему. О, прям Индии пахнет. Курочка карри. Look at the hot griddle full of chicken fry. Вилочка. Кстати, индийская вилка довольно странно выглядит вот так. Это индийская вилка официальная. Ну, переходничок, 150 рублей. Где он? Вот он. Ну, вот так вот раз. А как это так? Он не вставляется. Игорек, а иди вставь, пожалуйста, попробуй. Вот это вот сюда должно втыкаться? Какие-то они толстенькие. Толстенькие, о чем я тебе говорю, да. Фиг там. Нет. Реально. Надо будет индийский переходник купить. How much? 250. Huh? 250? Yes. Или 450? Two? 250. Недорого? Смотри, Nike фирменные часы. Ладно, вилка есть в комплекте, но, правда, немножко странная. А также, о, ребятки, раритет. Кто давно не был в музее, микро-USB, вашему вниманию. Ну, что вы хотели? 7800 рублей. Микро-USB. Это, пожалуй, единственный, не минус, да, особенность этого смартфона. Вам какой, синий или зеленый? Зеленый? Давайте зеленый. А что, достойно за 7800? Ну, еще раз, Redmi 12C. Вот пара фоточек. Это точная копия этого аппарата. По начинке абсолютно ровно то же самое, только официально продается в России и выглядит немножко по-другому. Но, тем не менее, это чуть дешевле. Итак, что пишут? В Redmi, в Xiaomi, вернее. В Xiaomi отмечает, Xiaomi, в Poco, Redmi, все одна контора. Значит, отмечает Xiaomi, что в Poco отмечает, что здесь пластиковый корпус, стилизованный под кожу с прострочкой. Ну, кстати, знаете, я думал, совсем как-то колхозно будет, а вот прям неплохо. Чехла в комплект нет. Даже без чехла этим пользоваться, мне кажется, можно. И выглядит вот так. Хорошо. Сканер отпечатков пальцев на задней панели. У Redmi он расположен немножко по-другому. Вот еще раз Redmi, а вот Poco C55. Пишут, что гнездо
для 2 сим-карт. И даже разъем для microSD, более того, максимальный объем 1 терабайт. Приятности на этом не заканчиваются. Здесь разъем 3,5 мм. Сверху качельки громкости отдельные. А где мультики? Вот, другое дело. Продолжаем. Кстати, давайте сразу посмотрим синий. Но он не синий, он такой голубой скорее. Так какой-то даже лавандовый, да, есть вот такой цвет. Что по экрану? Вообще спеки довольно интересные. То есть если вот взять отдельно спеки, вот они, да, честно говоря, так себе. У Redmi 12C, кстати, точно такие же спеки, один в один. Но тем не менее, в Poco говорят, что это очень даже игровой смартфон. Он набрал больше 260 тысяч баллов в Antutu, а экран здесь с частотой обновления 120 Гц. Ну, мы в него, естественно, поиграли. Даже Genshin Impact худо-бедно на этом смартфоне более-менее идет. 7800 рублей. По начинке тоже кое-что интересное. 4 гига минимальный объем оперативки, встроенной памяти 64 или 128 и также, напомним, терабайт на SD. Что еще интересного? 5000 мАч аккумулятор, отлично, а также пишут, слово «быстро» это очень условно, 10-ваттная зарядка. Камера 50 мегапикселей, такая же, как в Redmi 12C. Также есть датчик глубины и LED-вспышка, фронталка 5 мегапикселей. Тестовое видео, сами понимаете, тестовые фотки, в том числе ночные. Поехали. Ребятки, все фотки доступны по ссылке внизу, можете скачать, на мониторе посмотреть. Что еще интересного? У нас пункт еще интересный. Это цвета, повторимся, зеленый, голубой, а также черный. И защита от брызг по стандарту IP52. Конкуренты. Вот это очень интересно. В Poco пишут, что главные конкуренты этого смартфона это Realme C33, а также Samsung A04. И вот есть интересная табличка, где написано, что Poco C55 превосходит по всем параметрам. Вот так в таблице написано. Теперь ценник. Вот тут еще раз стоит, так сказать, по полочкам все разложить. Вот этот аппарат в Индии стоит 8499 рупий прямо сейчас. А так как Москва-Дели 2 рейса в день, полный самолет, как мы видели, пожалуйста, на здоровье, можно поехать с Аказии все это дело купить. Но если вы в Индию не собираетесь, а это, так сказать, путешествие довольно такое непростое, можно взять Redmi 12C. Но он самый простой, это точная копия, только выглядит немножко по-другому. Самый простой 364, не 4, а 364 стоит 9490 рублей. То есть разница почти 1500 рублей, плюс у вас здесь 4 гига памяти, а там 3 гига. Теперь, у нас что, самое интересное, это конкурс, ребятки. Напишите, пожалуйста, что вы думаете о недорогих смартфонах. То есть многие следят за новостями, многие смотрят, какие смартфоны выходят. За 10 тысяч рублей, что бы вы купили? Вот конкретно варианты. Samsung A04, Realme C33, Poco C55, Redmi 12C. Вы успеваете следить за количеством аппаратов? А также Redmi A2 и A2+. Это все аппараты дешевле 10 тысяч рублей в минимальной конфигурации. Также у нас, повторимся, конкурс. Один комментарий по теме этого видео. Вот конкретный вопрос. Так сказать, что бы вы купили, и купили бы вы вообще, или доплатили пару тысяч и взяли что-нибудь другое. Ждем ваш комментарий. Один из этих смартфонов мы разыграем. Пожалуйста, укажите вам какой. Голубой или зеленый, если принципиально. Если не принципиально, отправим. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваш комментарий. Самый дешевый смартфон 2023 года. Многие давно просили рассказать о чем-нибудь недорогом, бюджетном, народном. Вот смартфон дешевле 10 тысяч рублей и работает довольно неплохо. Ждем ваш комментарий. Конкурс стартует. Увидимся. Пока.